Тяга штанги лежа, пуловер. Лежа на скамье, ноги поставить на пол. Держать гриф штанги прямыми руками, хватом сверху на ширине плеч. Сделать вдох, максимально наполнить легкие воздухом. Опустить штангу за голову, слегка сгибая руки в локтях. По окончании движения, возвращаясь в исходное положение, сделать выдох. Это упражнение развивает большую грудную мышцу, длинную головку трицепсов, большую круглую мышцу, широчайшую мышцу спины, а также передние зубчатые мышцы, ромбовидную мышцу и малую грудную мышцу. Оно великолепно расширяет грудную клетку. Выполняя его, используются нагрузки с легким весом и следите за положением туловища и правильным дыханием. Разрыв большой грудной мышцы. Большая грудная мышца берет начало на передней стенке грудной клетки и крепится к гребню большого бугорка плечевой кости. Это очень мощная мышца, главная функция которой состоит в том, чтобы рука могла двигаться перед грудной клеткой. В отличие от различных видов спорта, при которых травмы большой грудной мышцы представляют собой редкое явление, использование упражнений для развития мышц, в частности жимы лежа, может привести к образованию небольших разрывов большой грудной мышцы и частичному разрыву ее сухожилия. Последний вид травмы встречается лишь у достаточно физически развитых спортсменов из-за быстрого наращивания объемов мышц, в то время как их сухожилия не успевают окрепнуть. Подобное явление часто вызвано использованием сухой низкокалорийной диеты для приобретения рельефного вида мышц. Такие диеты делают мышцы сухожилий и суставы более хрупкими. Травмы, которые появляются во время выполнения жима лежа с тяжелым весом, обычно затрагивают лишь сухожилия ключичной части большой грудной мышцы. Разрыв сухожилия вызывает нестерпимую боль, спортсмен может даже потерять сознание. На внешней поверхности руки часто появляется припухлость, вызванная подкожным кровоизлиянием, а отрыв ключичной части большой грудной мышцы ведет к образованию вмятины в области передней части дельтовидной мышцы. Подобные травмы врачи очень часто не считают серьезными. Это, к сожалению, широко распространенное заблуждение. Вполне объяснимо, поскольку во время спорта после получения травмы спортсмен может выполнять все движения, связанные с двигательной функцией большой грудной мышцы. Травму ошибочно диагностируют как обыкновенный разрыв мышцы, а не как тяжелый разрыв сухожилия. Несмотря на отрыв ключичной части большой грудной мышцы, отвечающей за подъем руки вперед, это движение компенсируется действием передней части дельтовидной мышцы. А функцию возвратных движений берут на себя грудинные и абдоминальные части большой грудной мышцы. После того, как диагностирован отрыв сухожилия ключичной части большой грудной мышцы, самое главное как можно скорее прикрепить его к плечевой кости, прибегнув при этом к хирургической операции. Если это не будет сделано вовремя, произойдет ретракция и фиброзное перерождение мышцы, и операцию уже будет делать бесполезно. Хотя, получив подобную травму, человек сохранит подвижность руки, но из-за отсутствия верхней части большой грудной мышцы он никогда не сможет обрести первоначальную силу и получит серьезное увечье, если захочет делать жимы с тяжелым весом. Боли в локтях при жимах лежа. Боли в локтях часто проявляются при выполнении жима лежа. Это патология перетренированности, обычно связана с чрезмерно частым применением упражнения. При выполнении жима лежа для того, чтобы удержать штангу в конце движения, ее фиксируют на вытянутых руках. При этом локтевые суставы испытывают серьезное трение и получают микротравмы, что впоследствии может вызвать воспалительный процесс. Примечание. Эта патология, присущая жиму лежа, в более редких случаях вызывает кальцификацию полостей сустава, что приводит к невозможности продолжать заниматься спортом. В таких случаях очень часто хирургическая операция представляет собой единственное средство для достижения полного разгибания руки. Затем в течение определенного времени жимы необходимо выполнять, но не до полного выпрямления рук в конце движения, причем делать это следует до тех пор, пока боли не исчезнут полностью. На этом на сегодня все. Если есть какие-нибудь вопросы или хотите поделиться своим мнением, пишите комментарии, ставьте лайки и жмите на колокольчик.
чтобы не пропустить новые выпуски. А пока до скорого и помните, наступило время взять все в свои руки.